Давным-давно избавил свой фонарик от нервного тика, от ненужных режимов мигания. Сейчас случайно увидел в интернете, как изгаляется народ, и решил показать самый простой способ доработки. Для объяснения принципа работы схемы временно восстановил режимы, поэтому сейчас у фонарика наблюдается врожденный невроз. Чтобы добраться до электронных нервных клеток, сначала нужно открутить внешнее кольцо и вынуть линзу. Затем, придерживая внутренние обоймы от прокручивания, открутить переднюю часть фонарика. Обойма вынимается в сторону линзы проталкиванием пальца. Демонтировать светодиод не надо. Доработать нужно схему вот на этой плате. Она просто запрессована и демонтируется при помощи металлического инструмента. Схема состоит из ограничителя тока, собранного на резисторах, раковой опухоли, обеспечивающей невроз, и конденсатора, который помогает помнить последний припадок после выключения фонарика. Рядом с конденсатором есть площадка для установки SMD-резистора. Припаяв сюда около 100 кОм, можно значительно сократить время памяти. Тогда при включении фонарик сразу будет светить постоянно, а кратковременные прерывания электропитания будут переключать режимы. Из-за ненадежности выключателя кратковременное прерывание можно вызвать случайным касанием. А так как нервный тик я считаю скорее болезнью, чем полезной функцией, то решил произвести лечение кардинальным способом. Вот эта опухоль и конденсатор на плате не нужны. Если не лень, можно отпаять и выкинуть. Я исключу их из схемы путем установки одной перемычки. А вот это еще одна народная китайская ошибка. Вот этот провод должен быть припаян на одну из вот этих ламелей. Иначе из схемы исключается ограничительный резистор. Для исключения ошибки перепаиваю провод на правильное место. Теперь нужно просто собрать в обратной последовательности. Плата вставляется вот так и придавливается пальцами. Можно рукояткой отвертки. На всякий случай проверю контакты мультиметром. Нормально. Обойму внутрь. Прикручиваю к корпусу. Линза. Переднее кольцо. И можно проверять. Как видите, теперь нервного тика нет. При включении фонарик сразу светит непрерывно. Это именно тот режим, для которого и был придуман карманный осветительный прибор – освещать дорогу идущего. А на этом на сегодня все. Если вам интересны и другие видео на тему самостоятельного изготовления или ремонта чего-либо, то на канале вы найдете очень много полезной информации. Также не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Желаю вам крепкого здоровья!